Вот во I время have a question, just simple one. на чем концентрироваться? What should I concentrate on? Потому что я слышал, ну и сам пробовал некоторые варианты. Например, I've heard and tried different options. пытаться, ну как бы, не мыслить, да? Мой пол просто это пол. I tried not to think when looking at the floor. Пытаюсь там концентрироваться вот там несколько сантиметров ниже пупка. I tried to concentrate on this point below the navel. Или когда вот пальцы сложены на больших пальцах, то прикосновение. Or if I hold hands like that, I try to concentrate on this point, fingers touching. Много вариантов, а как бы на чем концентрироваться, один вопрос. There are different options, but my question is, what should I concentrate on? What are you doing now? Что ты делаешь сейчас? Пытаюсь выразить свою мысль. I'm trying to express my thought. Yeah, we're talking together. Yeah? То есть мы разговариваем, да? Concentrate on that. Концентрируйся на этом. That means stay connected. Это означает, будь как бы здесь, да? Look each other in the eye. Смотреть друг другу в глаза. Pay attention to your breath. Обращать внимание на свое дыхание. And be alive in this moment. И будь живым в этот момент. Zen practice is an interesting practice because it doesn't give us anything to hold on to. Дзен-практика замечательна тем, что она не дает нам ничего, за что мы можем зацепиться. So it's not a concentration practice. Это не практика концентрации. It's what's up right now, what's happening right now. Что происходит прямо сейчас? How is my life in this moment? В чем моя жизнь в этот данный момент? Who am I in this moment? Кто я в этот данный момент? If you pay attention, you will see it's always changing, always changing. Если вы будете обращать внимание, то как бы увидите, что все меняется постоянно в каждый момент. Because it's always changing, there's nothing you can hold on to. И так как все меняется, то вам просто не за что держаться. So sometimes people come to Zen practice thinking that if they practice in the correct way, they will achieve a certain kind of mind, a certain state of mind. Некоторые люди приходят в дзен-центр с таким как бы ожиданием, что если они будут практиковать, то они достигнут некого состояния ума. Maybe a mind that has no thinking. Может быть такого состояния ума, когда нет мышления. Or no emotions and feelings. Нет эмоций, ощущений, чувств. There are actually meditation techniques that can do that for short periods of time. И есть такие техники медитации, которые могут позволить этого достичь на короткий период времени. But those techniques are not very useful if you're driving in your car or you're arguing with your partner. Но эти техники не помогут вам, если, например, вы едете в машине или спорите со своей подругой или другом. If you're driving in your car and you have a very concentrated state of mind, you will go through a red light. Если вы едете в машине и у вас очень такой сконцентрированный ум, то вы можете проехать на красный свет. If you're arguing with your partner and you don't have any feeling, any emotion, they will know. А если вы ругаетесь там со своим партнером и у вас нет никаких чувств или эмоций, ну, они это увидят. And they will think they are talking with a rock. Он или она подумает, что разговаривает со скалой, с камнем. Those states of mind actually, although you can achieve them for short periods of time, they don't help us in our lives. Такие состояния ума, которые можно достичь на период, на короткий промежуток времени, они в действительности нам не очень помогают. What helps in our lives is keeping a kind of question about this moment. Что действительно помогает в жизни, это удержание такого некого вопроса в конкретном моменте, в данный момент. So Zen practice is really about being curious. И практика дзен — это в действительности быть любопытным, любопытством. Curious about this moment. Любопытствовать о текущем моменте. Which is always changing. Который всегда меняется. Every breath is new. Каждый вдох новый. Every emotion and feeling and thought and sensation is new. Каждая эмоция, каждое чувство, каждое ощущение возникающее новое. So our work as Zen practitioners is to be curious about this ongoing flow of our life. И работа практикующего дзен — это быть любопытным,
в этом нескончаемом потоке, который проходит в нашей жизни. These are the wings that Canute talked about. Это, по моему мнению, крылья, о которых говорил Кнут. This is what we can investigate. Это то, что мы можем исследовать. So there are techniques that we use in Zen meditation. Есть техники, которые мы используем в медитации дзен. Some people count their breath. Некоторые считают свое дыхание. Some people repeat a mantra. Некоторые люди повторяют мантру. Some people try to keep a very clear mind. Некоторые пытаются удержать такой очень ясный ум. Other people have a great question that they keep. Другие удерживают большой вопрос, великий вопрос. If you've ever tried any of these techniques, you know that they are impossible. Если вы когда-либо пытались использовать какую-либо из этих техник, вы знаете, что это невозможно. So counting your breath, what could be more simple? Казалось бы, что может быть проще, чем подсчет дыханий? You breathe in 1, Вдыхаете 1, breathe out 2, выдыхаете 2, breathe in 3. вдыхаете 3. I wonder what my daughter's doing. Думаю, чем моя дочь занимается. It was so nice to see her last month. Хорошо было, что в прошлом месяце мы с ней встретились. You know, I wonder if she has a new girlfriend. Может быть, у нее подруга новая. Now, after I leave Russia, I'm going to, where am I going? Oh, yeah, I'm going to Vienna. Из России куда дальше еду? Я еду уже в Вену. I'll see Canute there. Я увижу Кнута там. It's really wonderful that Canute is here. Хорошо, что Кнут там будет. 1, 2. You know, I remember when Canute and I were in Vienna last year, we went out for that coffee and that ice cream. That was the best ice cream. В прошлый раз, когда я был в Вене, мы с Кнутом ходили в кафе, там было мороженое, очень вкусное мороженое. That is called practice. Это называется практика. And everyone who's tried it knows what I'm talking about. Все, кто пытались, пробовали, они понимают, о чем я говорю. Practice means simply to try. Практика означает просто пытаться, стараться. It's not about getting a certain state of mind. Не означает достичь какого-то состояния ума. Even if you get it, it's going to disappear very quickly. Даже если вы его достигнете, оно очень быстро исчезнет. So I encourage all of us to give up on that idea. Я всех призываю как бы отбросить эту идею. And just be curious. И просто быть таким любопытным. You know, more and more as I get older, I think that curiosity is the most important quality in a human being. Чем старше я становлюсь, то я понимаю все больше и больше, что любопытство – это, наверное, одна из таких главных черт людей. We can't have compassion without curiosity. Не может быть сострадания без любопытства. We can't have love without curiosity. Не может любви быть без любопытства. You know, some of us here have actually been in a relationship, right? Most of us probably have been in some kind of relationship. У многих из нас были какие-либо отношения. And if the relationship has lasted for a while, the romantic phase of the relationship has disappeared. И если отношения, имеется в виду там с противоположным полом, продолжались там какое-то время, то через некоторое время после начала такие романтические отношения исчезают. Most of you know these feelings the first 6 weeks, the first 6 months. Вы знаете, наверное, вам знакомо это чувство первые 6 недель или первые полгода. And they're wonderful, but they tend to disappear. Прекрасно, но со временем это исчезает. And you settle into a kind of emotional routine with your partner. И потом уже со своим партнером вы переходите на такую стадию эмоциональной рутины. And then maybe after 2 years you think, you know, I don't really love this person anymore. Может быть, там после 2 лет вы думаете, уже я, по-моему, не люблю этого человека. And some people end the relationship at that point. У многих, бывает такая точка в отношениях. Maybe sooner, maybe later, but you know. Рано, позже или раньше, бывает. But the relationships that last begin to develop something else besides these romantic feelings. А в отношениях, которые длятся, продолжаются, в них появляется нечто другое, кроме романтического. Partners develop a kind of curiosity about each other. Партнеры развивают некое любопытство по отношению друг к другу. It's actually very simple. How was your day, darling?
На самом деле очень просто. Как, дорогая, там, твой день прошел? How are you feeling now? Как ты себя чувствуешь сейчас? Love dies when curiosity dies. Любовь умирает, когда любопытство умирает. When we stop being curious about our partners, when we stop being curious about the world around us. Когда мы перестаем быть любопытными о нашем партнере или о мире вокруг нас. So in a profound way, the work of practice is the work of keeping curiosity alive. Такой глубокий путь практики – это поддерживать это любопытство живым So постоянно. that we can love this world. Так, чтобы мы могли любить этот мир. And of course, this world needs our love, desperately needs our love. И, конечно же, этому миру нужна наша любовь. It needs our compassion, Ему нужно наше сострадание and it needs our wisdom. и наша мудрость. Wisdom, compassion, and love are not states of mind. Мудрость, сострадание и любовь – это не состояние ума. They do not depend on our feelings. Они не зависят от наших Our чувств. feelings are always changing. Наши чувства, они постоянно меняются. You can be in a really bad mood and be compassionate. Вы можете быть в очень плохом настроении, но вы можете быть сострадательным. You can be in a bad mood and love your partner. Вы можете быть в плохом настроении, но любить своего партнера. So our job is to retain this curiosity and build on this curiosity. Наша работа – достичь этого любопытства и на нем уже делать построение. If you ever have a chance to go out for a walk with a 3-year-old, you'll know what I'm talking about. 3-year-olds have Если wonderful curiosity. когда-нибудь вы гуляли с маленькими детьми, там, 3-летними, то примерно представляете, что означает любопытство. In fact, you'll probably get frustrated because they want to stop and look at every leaf and every blade of grass. Вас, может быть, даже это так расстраивало, да, потому что они хотят остановиться возле каждого листочка, возле каждого стебелька травы, все это подробно рассмотреть. And then naturally over time, we human beings lose that kind of curiosity. А постепенно, со временем, мы, люди, теряем это качество. So practice is about coming back to that 3-year-old state of mind. То есть практика – это некое такое возвращение к состоянию ума 3-летнего. Another question? Еще вопрос? Sure.